Здравствуйте, друзья! Славянские праздники ноября. В предзимье, когда урожай был сложен в закрома, когда становилось ясно, что зима не будет голодной и жизнь природы замирала до весны, у славян приходило время особых праздников ноября. Миновали природные праздники, наступало время праздников человеческих, торжеств, когда люди обращались к семье, к дому и к собственной душе. Сварогов день, всему роду колодец вечен. В первый день ноября славяне чествовали небесного кузнеца Сварога, по мнению ученых, дальнего родственника греческого Гефеста. Легенда гласит, что он сковал первый плуг на 40 пудов, победил страшного черноморского змея, запряг его в плуг и пропахал на нем целую оборонительную линию змеевых валов, защищавшую затем долгое время Среднее Поднепровье. Именно по велению Сварога упали с неба волшебные железные клещи, и с их помощью бог-кузнец научил людей ковать оружие. Однако славянский покровитель кузнечного дела и других ремесел по совместительству являлся еще и покровителем брака. Кроме плуга и оружия, Сварог сковал для людей золотое кольцо, символ крепкой семьи. В Сварогов день, верили славяне, небесный кузнец принимается ковать для людей новый плуг, который сбросит им с неба на праздник коляды. В честь Сварога повсюду зажигали огни, как знак того, что зима не вечна, а вечен только огонь божественного кузнеца. В этот же день хозяйки начинали резать кур и первых приносили в жертву Сварогу. В эпоху христианства Сварога заменили Козьма и Дамиан, такие же покровители кузнечного дела, ремесел и семьи. День Мыха – день защитника по-древнеславянски. 8 ноября славяне справляли мужской воинский праздник – День Мыха. Покровителю воинов Мыхе Велес вручил меч и повелел защищать людей в зимние дни, когда на земле правит ночь. Мыха приезжал к людям на белом коне, приводил настоящую белую зиму. В этот день проводили возрастные инициации, когда мальчики выходили из детского возраста и становились полноценными членами рода, общины. Значительную роль в празднике играли женщины. Матери готовили сыновей к посвящению, настраивали их на новую жизнь воина, защитника и главы семьи. Хозяйки чествовали мужчин рода, чтобы у них всегда хватало сил и мужества противостоять любому врагу. Кроме того, в этот день принято было просить домовых и домашних духов не оставить жилище своей защитой. В угощение волшебным помощникам у дверей напротив печи ставили сладкое питье и клали лучшую еду. Молодые мужчины смотрели, как хозяйки чествуют мужчин, и решали, из какой семьи брать девушку в жены, чтобы была хорошей хозяйкой и во всем поддерживала мужа. День Дивы или Ведания – славянский психоанализ. Человеческая душа – маленькая искорка божьих сил, воплощенная в человеческом мире яви. И 15 ноября для наших предков наступало время врачевать и совершенствовать душу. Небесная мать Макаш в этот день приходила на землю, чтобы помочь людям решить их людские проблемы, научить, как жить. Славяне приходили к волхвам или женщинам-ведуньям, чтобы те помогли им понять себя, свое предназначение. Славяне верили, что душа перерождается много раз, и в каждом рождении человек обязан отработать свой жизненный урок, чтобы снова родиться и прожить лучшую жизнь, чем раньше. Ведающие имели ответы на все людские вопросы и могли рассказать, ладно ли живет человек, тем ли путем движется, подсказать решение в сложной ситуации. На помощь ведающим приходили боги, голоса которых дано было слышать избранным. И если человек не понимал совета, значит для понимания еще не пришло время. Нужно было просто запомнить его и двигаться дальше, чтобы осознать истину в свой черед. В день ведания нельзя было спорить, ссориться, даже просто повышать голос. Нужно было постараться понять тех, с кем живешь, простить им их ошибки и найти общий путь для родных и близких. В знак почитания матери Макоши в этот день разжигали костер и приносили в жертву платок, вышитое полотенце или просто отрез ткани, чтобы богиня послала в семью мир, научила каждого члена рода быть мудрым и рассудительным. Свято доли, девичья судьба. Есть в ноябре день, когда девушка может изменить свою жизнь, привлечь в нее удачу и благополучие.
24 ноября Доля помогала девицам во всем, о чем они ее просили. Доля – богиня судьбы, при рождении наделяющая детей добродетелями, определяющая их жизненный путь. Не зря же говорят, у всех своя доля. Ее называют еще небесной пряхой, потому что доля придет нить человеческой жизни, и от нее зависит, насколько ровной и длинной эта нить получится. Доля отвечает и за семейные отношения, связь между поколениями. Она не только придет нить человеческой жизни, но ткет паутину рода, чтобы души дедов возрождались во внуках. Есть у Доли и оборотная сторона, сестра ее не Доля. С ней приходилось познакомиться тем, кто не следовал законам праве, не соблюдал заветы предков, кривил и путал свой жизненный путь. К таким Недоля посылала детей своих, злыдней, чтобы отобрали силы и здоровье, счастье и достаток и утянули в Навь раньше срока. По традиции на Свято-Долю девушки учились слышать женских богинь, их советы и предупреждения. На вечерницах, вечерних посиделках девушки собирались вместе, варили обрядовую кашу и гадали. Каждая из них, кто вела себя честно, славила богинь и отмечала все обрядовые праздники, могла надеяться, что Доля покажет ей будущее, научит, как жить. Девичьи гадания на Долю сохранились в народной памяти до наших дней, и мы можем, если захотим, тоже попытать судьбу. Вот некоторые из них. На ночь вешали за окно белый рушник и приговаривали: «Суженый ряженый, приди и утрись». Если утром полотенце оставалось сухим, значит гадающий ближайший год сидеть в девках, а если полотенце становилось мокрым, стало быть, скоро девушке выходить замуж. На выпавший снег высыпали пригоршню зерна, а затем зачерпывали зернышки вместе со снегом. Если количество зерен было четным, девице скоро должна была найтись пара. Ложась спать, девушки вплетали в косу замок, закрывали его на ключ и говорили: «Суженый ряженый, приди ко мне ключ попросить». Ключ прятали под подушку и рассчитывали во сне увидеть будущего жениха. Самым главным действом гаданий было зазывание Доли на кашу. Насыпав в тарелку кашу, девушки выходили на двор, кричали: «Доля, Доля, иди к нам кашу есть!» и по очереди стучали в ворота. В это время юноши прятались неподалеку и ждали, когда можно будет присоединиться к празднику. Ждали они с нетерпением, поскольку целый день голодали, чтобы Доля послала хорошую жену. Когда зазывание заканчивалось, парни могли войти в дом и поздравить девушек с праздником Доли. За праздничной трапезой молодежь пела обрядовые песни о судьбе Доли, устраивала игры. Например, практиковался древний вариант жмурок. Парню завязывали глаза, а девушки из разных углов горницы подавали голоса, и ловец должен был угадать по голосу, а затем поймать свою суженую. Этот веселый праздник на целый год оставлял нашим предкам добрые воспоминания и надежды, что Доля напридет им хорошую судьбу и долгую счастливую жизнь. Калита – день семьи, любви и верности. Перед самым началом зимы, 29 ноября, приходило время для семейного праздника. Калита – помощник бога солнца в борьбе со злыми силами. Он послан на землю беречь людей в нелегкое, холодное зимнее время, когда могут разрушиться семейные связи, ослабнуть любовь и понимание между супругами. В праздник Калиты выпекался обрядовый пирог, который назывался так же, как праздник. Пекли пирог девушки, каждая должна была принять участие в приготовлении Калиты. Месили тесто все по очереди, от старшей девушки к самой юной девочке. Украшали пирог изображениями солнца, дерева, ягодами калины. Сладкое медовое тесто запекали в печи так, чтобы трудно было откусить кусок. Ели пирог все члены рода, чтобы любовь и понимание не покидали их весь год. Вечером жены готовили семейное ложе, застилали новое постельное белье, в подушки зашивали душистые травы. Комнату освещали огнем, в изголовье кровати ставили 16 свечей, чтобы не оставить места даже для маленького клочка тьмы. Мужчина обращался в это время к богам – Перуну, Ярилу, Велесу, просил дать ему силы, мудрости и любовного умения. Женщины в свой черед обращались к Ладе и Макоши с просьбой дать благословение на священное действо, чтобы в ночь Калиты быть богиней любви для мужа. Ладе и Сварогу вечером полагалось жертвовать яблоки, как символ женской плодовитости, и красивый нож, как прообраз мужской силы.
Для домашних духов в блюдце наливали меда, чтобы домашние защитники сохраняли в доме лад. Ночь Калитова помогала супругам держаться друг друга, оставаясь здоровыми и счастливыми. После этого обряда никакая злая волшба не могла разлучить семью. Завершался обряд утром, супруги выходили во двор, открывали все двери, чтобы до неба дошла добрая энергия, царившая всю ночь в доме. Затем славили богов и приглашали в горницу утреннюю зарю, разделить трапезу с людьми. Вслед за праздником Калиты наступала зима, и она приносила новые праздники, помогавшие нашим предкам находиться в согласии с собой и с природой. Не забывайте свои корни и славянские традиции. Будьте счастливы. Автор статьи Екатерина Кравцова. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.